Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Горецкий Александр Валентинович. Я занимаюсь регенеративной медициной, пишу книжки, разрабатываю методы, и все это связано с медициной. Сегодня я буду вести речь о проблемах сердца. Я вам расскажу на своем примере и на примере других, как можно легко и просто лечить, оздоравливать, бороться с любыми проблемами. Методами доступными, каждому доступными. Поэтому я даю советы для тех, кто не может пользоваться ввиду своих финансовых возможностей какими-то медицинскими учреждениями или какими-то иными средствами дорогими. Я даю советы, как самостоятельно можно побороть большинство заболеваний. И сегодня будет речь идти о сердце. Проблемы с сердцем, они не получаются от воздуха. Это наша жизнь, это наша нервная система, это цивилизация, которая на сегодняшний день создает условия, когда мы нервничаем, когда мы переживаем, продукты питания, очень много химических элементов сейчас. И все это сказывается, включая воздух, воду, питание. Немаловажным фактором являются наши духовные и душевные проблемы. То, о чем мало кто думает, и это тоже дает проблемы. Сердце – это двигатель, это мотор, который дает циркуляцию крови, а кровь, соответственно, передает все элементы, которые нам необходимы, нашим маленьким-маленьким клеточкам, из которых мы складываемся. Проблем бывает много. Я скажу на своем примере. Меня никто не учил. Мне никто не рассказывал. Где-то в 16 лет у меня была аритмия. И я достаточно плохо себя чувствовал. Чувствую, что сердце аж вырывается из груди. Я рос, может быть, быстрее. Сердце, может, что-то не успевало, какие-то функции, какие-то программы, где-то что-то не срабатывало. И что-то мне подсказало, как бороться с этим. Я подошел к своим родителям, у нас своя баня была в огороде, и сказал им: вы не удивляйтесь, я буду каждый день топить баню сам и буду ходить. Я хочу подлечить сердце, дать нагрузку на сердце, чтобы оно начало лучше работать. Много людей заблуждаются в том, что когда есть проблема с сердцем, то нужно дать покой, дать постоянное напряжение одно. На самом деле это заблуждение. Мы должны стимулировать работу сердца. И я ходил, не знаю, может, недели 3, наверное, так, в сауну, не в сауну, в баню. И у меня все прошло. В моей жизни в практике была одна женщина еще в начале моей деятельности, у которой было 3 порока сердца. 3 порока сердца, при которых даже операция не давала гарантию того, что она будет жить. И мы вылечили ей эти 3 порока сердца. И что вы думаете?
главным из процедур, которые я на то время делал, была сауна. Невероятно. Ни один врач не посоветует сауну, когда у человека огромные проблемы с клапанами, с аортой там была проблема. И мы стали бороться. Только вот сауну и баню, что интересно, еще с тех времен, когда я был молодым, я не делал ее вечером, как все. Я делал ее с утра, когда человек еще полон сил, когда проблема с сердцем, человек за день устал, ему еще сауна. Это может быть проблемой. А вот когда человек только проснулся, поел, он бодр, и тут сауна. И обязательным условием обливания холодной водой, ледяной водой. Это стимул, это расширение, сужение сосудов, это ликвидация тех проблем, которые могут провоцировать проблемы с сердцем. Когда-то мне лет в 25 я занимал достаточно уже высокий пост на государственной службе, и мне было много работников в подчинении, мне нужно было много думать, много ответственности и много нервов, соответственно. И я слышу опять что-то, какие-то проблемы с сердцем. Но не было мне времени самому заниматься здоровьем. Я пошел к врачам, меня положили в больницу на 2 недели. И учитывая, что ко мне хорошо относились, мне давали лекарства. На то время я очень хорошо запомнил по рецептуре, которая применялась даже маршалу Жукову, мне тогда еще сказали. А сейчас я когда смотрел фильмы, вот сериал про маршала Жукова, это было подтверждение, это просто феноменально о том, что когда медсестра, которая была уже второй женой Жукова, когда он получал несколько инфарктов, а инфаркты, инсульты у них подобные причины, так вот, она ему говорила, что пойдем тебе делать карбоксилазу. Это просто, когда смотришь на прошлое, когда тебе дают препараты, фактически они безвредные, они дешевые абсолютно, но сверхэффективные. Так вот, я, когда лежал в больнице, я записал все препараты, которые мне давали. Мне не было времени посмотреть, это прошло через полгода. Полгода прошло, я купил толстую такую книжку «Медицинские препараты». На то время все были описаны в этой книжке. И я перелистываю, смотрю, так что же мне давали? А мне давали карбоксилазу, алоэ, B6, B12 и АТФ. Вот такой комплекс. Я изучил, посмотрел. У меня была проблема с сердцем, реально. Давление скакало, аритмия, ну, просто катастрофа. Но я не нашел ни одного препарата, которое лечило бы проблемы с сердцем. Так что же это такое? Я тогда задумался, как может быть, мне реально стало просто фантастически хорошо, но никаких воздействий на сердце не было. Надо понять, что проблемы с сердцем, они не возникают сами по себе в сердце. Что-то у нас происходит в других органах, что-то происходит с организмом, когда у нас не хватает энергии, когда у нас пищеварение не работает, не усваиваются продукты питания, когда мы нервничаем. И вот это дает проблемы.
Вот этот комплекс я советую всем своим пациентам. Тот комплекс, которым та медсестра ставила на ноги Жукова после инсульта. Это феноменально. В то время она со сверхэффективностью боролась с самим заболеванием, и в очень тяжелом состоянии он был. Единственная проблема, что она этими препаратами не устраняла причин возникновения инсульта. Вот в то время она просто боролась с симптомами и фактически восстанавливала организм, но в то же время не могла устранить все причины образования инсульта. Хотя я думаю, что если бы она употребляла эти же препараты больше, чем нужно, то, может быть, эффект был лучше, но все равно не хватало чего? Не хватало очистки организма, очистки печени в основном. Вот этот холестерин, который откладывается, и другие элементы откладываются в организме, в кровеносной системе, они дают проблемы. И это нужно устранять, а это печень. Поэтому эффективность нашей жизни зависит от работы печени. Нужно еще, кроме очистки печени, очистить кровеносные сосуды. Я долго занимался этой темой, думал даже диссертацию написать, думал хоть патент какой-то сделать, потому что в результате для того, чтобы избавить человека от проблем с кровеносными сосудами, нужно полностью их очистить. Очистка печени не дает образованию дальнейшему, но нужно еще их очистить. И я придумал одно средство, что интересно, которое не дает возможность человеку образовывать, откладывать в венах, в кровеносных сосудах отложения и в то же время избавить его от того, что уже есть. Вот. И особенно эффективно я увидел, как это работает в Доминикане. Ко мне приехал один знакомый, и у него реально был тромб около 8 сантиметров на руке, который прощупывался, он как проволока был, просто вот, ну, реально тромб, который мы чувствовали. Где-то еще мы там прощупывали, и их было много. И вот когда я применил свой метод, в течение 24 часов все тромбы исчезли. Это просто фантастика. Много препаратов советуют употреблять, которые растворяют тромбы в крови. Это препараты, которые нужно употреблять вовнутрь. А я изобрел методику, которая вообще ничего не употребляет человек вовнутрь, а применяет наружное обвертывание, я бы сказал. И все эти элементы, которые есть в этом составе, они просто проникают через кожу без каких-либо изменений, подаются в кровь во все клетки организма и стимулируют выходу, удалению, растворению тромбов. Чудо. За 24 часа можно ликвидировать тромбы этим методом. Я еще не могу его вам озвучить, потому что я его еще не опатентовал и не зарегистрировал нигде. Это очень ценная разработка. И хотел бы коснуться, если уже идет речь о кровеносной системе и о
тех же тромбах, о работе сердца. У меня были пациенты, которым мы давали много процедур, они очень хорошо выздоравливали, но потом они приходили с другими проблемами и в то же время тоже с кровеносной системой. Проблемы были настолько серьезными, что я уже отказывал просто их принимать. После нашего лечения они были в отличном состоянии, но они шли к врачам, они им советовали принимать кроворазжижающие препараты. А теперь давайте подумаем вот на эту тему. Я бы хотел, может, спасти кому-то жизнь. В медицине много есть понятий, которые человек, занимаясь лечением, главной его заповедью должно быть «не навреди». Но еще есть такое слово профилактика и понятие этики. Так вот, я сейчас вам раскрою маленькую тайну, что такое кроворазжижающие препараты и препараты, которые растворяют тромбы. Если то, что я изобрел, оно абсолютно безвредно, оно проникает через кожу, то препараты, которые употребляют вовнутрь, они постоянно употребляются на протяжении многих лет даже. И представьте тромб. Чтобы его растворить препаратом, нужно его не разжизить кровь, а растворить. Это химический элемент. Он реально растворяет не только клетки тромба, а клетки крови. И кровеносная система приходит полностью в негодность. Кроветворные органы приходят в негодность. Они просто растворяются тоже. Поэтому применение каких-либо препаратов, то, что вам говорят, при риске образования тромбов, это смертельно опасно. Надо задуматься над этим. Я многим спас жизнь, рассказываю об этом уже не один год, и много людей благодарили. И надо с полнотой ответственности понимать тем, кто выписывает на постоянной основе эти препараты, как они работают. Они понятия не имеют. Я никому не советую даже то, что использую сам, применять всю жизнь. Я даю возможность организму восстановить функции и работать так, как оно работало все раньше, без никаких проблем. И вам также советую. Есть понятие дозы, а есть передозировки. Любое употребление любых препаратов, которые употребляется больше, можно сказать, чем 2 недели или месяц, уже может создать проблему передозировки. Грубо говоря, отравление, сепсис, да и много другого. Аллергии. Поэтому что еще может способствовать хорошей работе сердца? Это массажи. Это любовь ближних. Это спокойные нервы, спокойная работа, отношения людей между собой хорошее. Вы понимаете, что ни один врач не сможет вас никогда вылечить, и я тоже. Я делаю эти фильмы не для себя. Мой канал YouTube никогда не зарабатывал денег и не зарабатывает. Вы не видите никакой здесь рекламы. Я просто даю вам лично возможность моими советами
самими себя исцелять. Организм настолько совершенен, если ему дать то, что нужно, если его освободить от того, что ему не нужно, он будет работать очень долго. Есть одна проблема на сегодняшний день, с которой больше всего мне приходится бороться в своей практике. Это ложь, дезинформация, программирование людей на проблемы, которых они не имеют или имеют в меньшей степени, чем им говорят. Раньше врачам было запрещено говорить какой-либо диагноз. Но есть проблемы с сердцем, да? Ну, это не инфаркт, но это не инсульт, но это все это лечится, все это спокойно. Человек должен верить, надеяться. Если ему обрубают всю веру, если ему прямо говорят, что это вот смертельно, и ты через месяц умрешь, ну это же программирование человека на смерть. Это же так срабатывает. То есть многие заболевания можно спокойно лечить, если человек сам об этом не знает. Он знает проблему. Это хорошо. Можно его немножко подпугать, чтобы он что-то делал, потому что если его сказать, что все хорошо, он в любом случае не будет делать. Надо сказать, что есть проблема, достаточно серьезная, но нормально лечимая. Все, давай занимайся, вот это дело. Сейчас же по-другому. Поэтому для того, чтобы помочь человеку, нужно перепрограммировать его, что это лечится. Как это сделать? Тяжелейшая задача. Это гипноз. Гипноз. Человека загипнотизировали в том, что он неизлечимо болен. И это так работает. От гипноза, от некоторого вида, нет никакого лекарства. Нет никаких методов. Человека запрограммировали на болезнь. Поэтому тут нужна сильная воля человека, желание жить, бороться. У меня такие примеры есть, когда люди реально, я даже не верил, что они будут жить. Они живут до сих пор. А тем, кому я говорил, вообще реально, вот нет у тебя никаких проблем, там, ну, маленький прыщик, это все пройдет, и даже не о чем думать. Это так было. И они умирают. Умирают, потому что программа-то работает. Я как-то ехал в поезде из Москвы в Минск, и в поезде ехала женщина, мы разговаривали, она говорит, я еду на кладбище своего отца, он работал в Москве, ушел на пенсию, но когда он работал еще, он все время говорил, я пойду на пенсию и поеду умирать в Беларусь. Он был абсолютно здоров, не имел вообще никаких проблем. Он поехал в Беларусь после того, как ушел на пенсию. Он купил дом, занимался садом, огородом. И прошел год, и он просто умер. Врачи ковырялись, там все искали, что же все-таки случилось, по какой причине он умер. Не нашли вообще ничего. Никакого заболевания. Он просто умер, потому что сам себя запрограммировал не жить на Белоруссии на пенсии, а умереть. Он приехал умереть, и его функции фактически все остановились. Так это работает. Потом эта женщина еще призналась, мне у этого отца
была сестра, точно так же говорила и точно так же умерла. Без никаких причин тоже переехала в Беларусь, чтобы умереть. Умерла. Думайте, что вы говорите, о чем вы думаете, о чем мечтаете, как мечтаете, жить или умереть. Думаете, что вам говорят другие, принимаете эту информацию или пропускаете между ушей. Жизнь, она достаточно странная штука. И когда говорят, что ваша жизнь в ваших руках, не всегда так. Любой человек имеет возможность вам помочь в вашей жизни, исправить какие-то проблемы и утопить. Вы не думаете, что утопить можно только руками, физически? Можно словом. Слово можно убить. У нас сегодня, смотрю, есть на Зуме несколько человек, и, может, они что-то хотели бы добавить или дать какие-то мне, задать вопросы. Кто хочет? Я смотрю, Ирина. Прошу. Что-то Ирина уже выключила микрофон. Еще кто-нибудь есть какие-то вопросы? Можете войти в диалог и побеседовать на эту тему сегодня. Говорим о сердце. Смотрю, микрофоны включили. Ирина и Нина. Прошу кого-то одного. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Нина. Я уже в чате написала вопрос, хочу повторить его. Интересная очень тема. Я просто как обыватель хотела бы вам задать вопрос такой. Сейчас как панацея многие принимают мелдронат. Что это такое? Или простой какой-то народный рецепт, или действительно это какой-то витамин? Если вы, конечно, можете ответить на этот вопрос. Спасибо. Я могу ответить на этот вопрос. Это не витамин, это химический элемент, который стимулирует работу сердечной мышцы. Он употреблялся в основном как допинг для спортсменов. О нем никто вообще не знал, как препарат для лечения до тех пор, пока его не запретили в спорте, как запрещенный допинг он стал. И его уже начали рекламировать, так как он получил известность из-за запрета, начали его использовать в медицинских целях. Ничего хорошего он не дает вообще, чтобы вы знали. Это мое мнение и мнение многих врачей, с которыми я беседовал. Вообще никакого эффекта лечебного он не дает. Он поднимал какой-то, давал какой-то стимул, энергию, но это временный эффект, и происходила зависимость от этого препарата, и без него организм уже переставал вырабатывать свои функции защитные и выработку энергии. Поэтому применение его я бы вообще категорически запретил. Это мое мнение. Понимаете? Поэтому мидронат – это препарат не очень хороший. Вот. Поэтому я сказал свое мнение, а вы думаете? Спасибо большое. Если кто-то из вас вот сейчас, может, вы даже его принимали или принимаете,
Скажите так сами честно, вы какую-то разницу видите вообще в улучшении вашего здоровья? Думаю, что нет. Нет, не принимали. А можно еще вопрос один? Да. Александр Валентинович, вот как вы относитесь к препаратам сибирского здоровья? Тоже все рекламируют, такая панацея народная, новамины и прочие препараты. Ну, К я не этой. хочу Вы ни давать знакомы? рекламу, ни что-то говорить плохое. Да? Почему? Мгм, Потому что я скажу вам честно, я их не употребляю. мгм. Они абсолютно, ну, можно сказать, все БАДы, которые производятся, пытались все производители мне толкать, чтобы я их продавал, Да, да, рекламировал, да. что я категорически против вообще любых БАДов. Я за простое обычное питание. У меня есть уникальная диета, которой я придерживаюсь и всем рекомендую. И вот она дает фантастический эффект. Не нужны никакие БАДы. Рассказать про диету? Конечно. Вот. Человек, который жил, можно сказать, изначально, испокон веков, он употреблял пищу свою традиционную, так она называлась и называется. И эта традиционная пища, она максимально переваривается в организме человека. Почему? Потому что есть программа, которая выделяет гормоны, ферменты в зависимости от того, что ему поступает. И человек не может переваривать пищу, о которой он понятия не имел. Я, например, сам, приезжая, например, в Египет, я просто слюна течет, посмотришь шведский стол, пятизвездочный отель, там просто ходишь, все берешь, все ешь. Э, То же самое мясо, вроде бы оно вкусное, проходит неделя, это мясо только накапливается, накапливается в желудке, оно не переваривается. Почему? Я ел раньше свинину, говядину, курятину, а там верблюжатина. Нет у меня в организме программы переваривания верблюда. Ну, нету. Его никогда не было и не будет, скорее всего. И тут получается конфликт, что ел-ел, а потом ходишь, смотришь на этот стол, тебя все это отворачивает. Поэтому диета должна быть одна. Человек должен есть все то, что ему хочется из тех продуктов традиционно, которые он употреблял ранее. А что мы употребляли ранее? Вот давайте подумаем. Мы сейчас круглый год употребляем овощи и фрукты. А раньше сколько мы их употребляли свежими? Ровно месяц. Я мало встречал людей, которые сами пришли к мысли и поняли, но такие были у меня. Говорит, вы знаете, а мы свежих овощей и фруктов не можем употреблять целый год, мы их употребляем, как и раньше, только месяц, а все остальное употребляем консервированно. И вот консервированные продукты, они более эффективно усваиваются в организме человека. Фантастика. Мы забыли про эти вещи, а это реально. Я уже приводил пример. России это не сильно грозит, но вот Европу, всю Европу запрограммировали тем, что хлеб – это чуть ли не вредно. Они перестали есть хлеб. Дошло до того, вы просто не обращаете внимания, по телевизору показали, что задержали русских шпионов как бы по одной только причине. Они пришли в ресторан и попросили хлеб. А вы даже не знаете, что в Европе в хлеб не подают в ресторане вообще никакой. Вот интересная штука. А оказывается, это были болгары, которые тоже еще едят хлеб. Они просто попросили. И их посчитали русскими шпионами из-за того, что их предупредили по признакам, по каким признакам можно распознать русских шпионов употреблением хлеба. Вы можете вообразить. А что такое хлеб? Был один, не помню его, как его звали,
ну, можно сказать, человек, вот, которого посадили в тюрьму. И для того, чтобы он быстрее умер, тех, кто посадили, в то время это было давно еще, сотни лет назад, его сказали, чтобы ему давали только хлеб и воду. А посадили на 30 лет. Он через 30 лет вышел. Ему реально 30 лет давали только хлеб и воду. Ни один продукт в мире не сможет заменить все элементы питания, которые есть в хлебе, и чтобы прожить 30 лет только на одном хлебе и на воде. Я вам докажу, почему это возможно. А потому что в хлебе есть все, чтобы с него произросло растение. В нем есть все. Витамины, все химические элементы, гормоны, все есть. Вот вам хлеб. Сила этого хлеба. И почему людей в Европе отучили есть? Да просто. Чтобы люди болели. Потому что хлеб дает здоровье. Особенно черный ржаной хлеб. А самый лучший хлеб, я вам скажу, что это хлеб, который я ел и очень люблю в Белоруссии. Вот. Он изготавливается не просто из муки, а там добавляется еще мука, картофельная мука. Вообще очень вкусный. Хлеб, он такой тяжелый. Я как-то ехал с первым секретарем посольства Польши, который в Беларуси, в Минске работал. И мы ехали просто случайно в поезде в одном купе, ехали в Варшаву. И у него спрашиваю, что ты возишь, вот берешь с собой, когда едешь там на машине в Польшу. Он говорит, целый багажник хлеба белорусского. Целый багажник. Говорит, меня не останавливают. Дипломатическая просто неприкосновенность. Я, говорит, спокойно целый багажник везу и все. Хлеб – это лекарство. Это лекарство. Я вам сейчас еще одну вещь расскажу, которой вы даже не задумываетесь. Почему это сильнейшее лекарство? Много людей употребляют ежедневно продукты, в которых много вирусов, бактерий, грибов, всякой ерунды. Пьют воду тоже нехорошую. А как бороться с этим всем? Когда человек получает отравление, например, ему дают активированный уголь. Кстати, вместо антибиотика иногда полезно употребить вместо антибиотика просто активированный уголь, который убьет ту же самую инфекцию. Подсказываю вам. Просто антибиотики много стоят, а у активированного уголь совсем ничего. Так вот. А теперь давайте просто проанализируем, что такое хлеб и его корка. Если мы, например, употребляем для обеззараживания, для дезинфекции, для лечения там, диареи или иных проблем, ну, пяток каких-то таблеток с активированным углем, и это помогает, то посмотрите на хлеб. Его же верхний слой – это тот же почти активированный уголь. Натуральный, хлебный, произведенный из зерна. Не задумывались над этим? Почему люди, которые едят хлеб, особенно ржаной, они редко болеют? Потому что они употребляют активированный уголь фактически. По этому принципу я вот у себя в академии даю еще, так интересно, жареное зерно, такие как угольки немножко. Это или рожь, или пшеница, или гречка. Это просто фантастика. Берешь на обычной сковороде, на плите,
Ну, надо только окна открыть или на улице, на костре мы делаем. Вот, и жарим просто зерна. Это тот же активированный уголь, который не надо покупать, а его с удовольствием так наполовинку поджаренный съедаешь. Чудо. Можешь добавить еще каких-то там чуть-чуть сольки, чуть-чуть перчика, можно даже сахарка, что угодно, так чуть-чуть, чтобы оно незаметно было. Или попырскать. Растворенной в воде придать вкус. Мы об этом даже не задумывались, а это очень полезно. Полезно для того, чтобы избавиться человеку от инфекций, которые атакуют сиюминутно человека. Ну, если нет, тогда на сегодня закроем эту тему. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, чтобы ваше сердце билось в вашей груди очень долго и не создавало вам проблемы, а вы ему.